Да, пошло. Скажите, пожалуйста, вы даете право на публикацию нашего разговора и на запись нашего разговора? Представьте, пожалуйста, как вас зовут, какого года рождения, откуда вы? Князев Михаил Михайлович, 14.01.2000 года рождения. Еще раз, Князев Николай. Князев Михаил Михайлович, 14.01.2000 года рождения. Михаил, скажите, пожалуйста, какое у вас звание было в армии РФ, какая должность? Ефрейтор, старший механик-водитель. Ефрейтор, старший механик-водитель. Как вы попали в Украину? Можете рассказать вот весь этот путь, начиная с, за месяц, может быть, за 2, за 3 до 24 числа? Ну, где-то числа 15 января сообщили то, что будет учение на незнакомой местности в Курской области. В начале февраля погрузились на эшелон в поселке Мульно. Приехали в Курскую область. Приехали на полигон «Постоялые дворы», там в течение 2-3 дней перевозили технику. Стояли там как обеспечение. Потом сказали то, что будем передвигаться где-то 200 километров от Курской области в сторону границы с Украиной. Переехали в село Доброе, где-то километров 10-15 от территории Украины. Там стояли 2-3 дня. Потом дали команду, то, что будет совершаться марш вдоль границы с Украиной. Я перевозил людей в в период от 21 до 24 числа людей с Курской области, был водителем КамАЗа еще. Имущество людей. Приехал 24 числа, получается, в 12 ночи. Получается, 23 на 24 ночью приехал. Сказали то, что колонна построена, будем выдвигаться. Посадили механика-водителя на БРМ-1К и стали продвигаться в сторону территории Украины. Что вы думали в этот момент? О чем? В этот момент ничего особо такого не думали. Ну, вы понимаете, что вы в Украину уже едете? Когда подъехали к территории, тогда уже да. Мы пересекли границу с Украиной в 6 утра. Проехали где-то от территории Украины, вглубь, 20 километров. Там остановились, целый день простояли. Вечером нам сказали, что нужно вывести раненых. И попали под обстрел раненые, нужно было вывести раненых. В ночь не поехали, поехали с утра 25 числа. Проехали еще где-то 20-30 километров в сторону населенного пункта, какого не знаю. Туда подъехали, видели то, что ведутся боевые действия. Я первый ехал с командиром роты. Вы, наверное, удивились, да, что ведутся боевые действия? Конечно. Когда, в принципе, в село там въезжали, там командир роты, еще как-то все гражданские люди там выходили, махали, то, не думали, то, что здесь какие-то боевые действия ведутся. Они вам махают, уезжайте, а вы думаете, они вам махают привет? Просто выходили, махали, в принципе, никаких эмоций таких враждебных мы там в этом селе не видели. И чувствовали, в принципе, то, что это все нормально. А дальше? Вы думали, что вас ждут? То думали, есть все, вы освобождать кого-то едете, да? Когда уже заехали, уже сказали то, что будем стоять здесь рядом с территорией границы и потом поехали. Между вами же были какие-то, я имею в виду чисто человеческие разговоры. Разговоры думали, конечно. Все, кто что говорил. Потом проехали 20 километров, увидел в тримплекс там лазер, то, что светит. И все, машину подорвали. Чудом вылез. Контузил маленько. Из машины выпрыгнул, там, сознание потерял. Думаю, что в течение 10-15 минут очухался. Из-под обстрела выбежал, там ни оружия, ничего не было. Еще полдня ходил там по ближайшим деревням. Там, мирное население, в принципе, встретил. Не то, что встретил, а там останавливали, спрашивали там. Враждебных, в принципе, таких действий никаких там не испытывали, там. Вышли, там, покормили, там, воды дали. То есть, не били, ничего. Я понял, не били-то, мы украинцы вообще такой народ, не очень-то любим кого-то бить без каких-то видимых причин, да, но я имею в виду, а вот вы там ходили, вам как одобряли то, что вот вы из России пришли? А я один шел.
один. Ну, я помню, Ну, вас конечно, же видели, ну, что вы... видно то, что это. Остерегались, то есть некоторые там видели и уходили сразу по дороге. А так, в принципе, я людей в деревне пустые. Не, я имею в виду, вот мы же... А когда ехали? Не, когда вы разговаривали с местными, которые вас там кормили, поили водой, да вам кто-нибудь говорил: спасибо, россияне, что вы пришли там нас освободить? Вот Нет, такие это вот уже, когда ехали, просто махали. Это мы не останавливались, ни с кем не разговаривали. Потом там в селе остановились, там село пустое было, не было никого. Это уже, когда подорвали, я уже потом 1.25 ушел. Да, вот тогда вот вам кто-то вас Да. благодарил, кто-то за что-то? Ну, одни остановили, конечно, спрашивали, зачем вы сюда приехали, вы здесь не нужны. Ну, то есть никто там не встречал там с аплодисментами, еще чего-то. А, конечно, все были против того, что мы сюда приехали. А вот эта вот марка денацификации, которую огласил ваш президент, как вы это понимаете? Кого вы здесь денацифицируете конкретно? Ну, мы сюда приехали, как я вот знаю, то, что мы сюда приехали как обеспеченцы, а то, что вот сейчас новости смотрим и вот это вот, Телевизор есть у вас? да. То есть мы новости смотрим и как бы понимаем то, что и по отношению к людям, как с нами тут общаются, ведут, по сравнению с то, что мы сделали уже здесь, нас, в принципе, тут уже должны были убить или еще что-то, убивают тут мирное население. Ну, своими глазами видел, как там дома лежат, детские сада лежат. То, что Да, относится... В российских новостях говорят, что это мы сами взяли и побомбили себе эти вот. Россияне зашли, и мы решили сами себе побомбить все детские дома, детские садики и все остальное. Почему так? Как это объяснить? Ну, информационная война идет, получается, еще как бы. И там пытаются мирное население убедить, что как бы мы зашли сюда, все правильно там делаем или еще что-то. Они же там не знают, что творится. А если новости смотрим и как бы роты там, батальоны сдаются, складывают оружие, и летчики уже то, что там некоторые даже по приказу не стреляют в мирное население, это люди, которые здесь находятся, же это видят. Ну, вы понимаете, зачем вот мы делаем сейчас это интервью с вами? Чтобы доказать то, что как бы мы здесь сюда пришли. Мы ничего не Не-не-не, доказываем. захватываем. Мы ничего не доказываем. Это важный момент. Даже не доказать, даже не Показать. доказать. Вы просто говорите, что идет информационная война, и идет война, да? Так мы вот пытаемся вот просто из ваших же слов, да, ну вот вы уже понимаете, что если и идет эта война, то она идет с Россией. Мы ничего не воюем, мы и на фронте защищаемся, Ну, и здесь обороняем, сейчас мы да. защищаемся, обороняемся. То есть мы пытаемся правдой, общением, обыкновенным общением вот с вами же, с россиянами, показать россиянам же, что происходит на самом деле. И мы звоним, сейчас уже нескольким родственникам позвонили до вас, они не понимают, поэтому если мы сейчас будем разговаривать с вашими, пожалуйста, задайте эти вопросы, ну, как они воспринимают действия России в Украине, вот просто, да, и интересно услышать, чтобы это было... Давай попробуем Да. позвонить. Вы видели хоть одного иностранного служащего? Нет, Вы видели каких-то бандеровцев, которые нет, армию НАТО на территории Украины? нет. С кем вы воюете? Вот кого вы видите? Ну, мирное население, людей, которые защищают свою страну, любят, ну, семью свою защищают. А из военных? детей. Из людей в форме? В военной форме в основном тоже все, ну, кто не говорил. Это то, что вооруженные силы семьи- Украины или это какие-то мифические националисты, вы имеете в виду в военной форме? Что вы знаете про полк Азов? Батальон Азов? Ничего. Потому что у вас ходят слухи, что это убийцы, которые ходят по Украине. Это обычные наши вооруженные силы, подчиняются нашему командам. У них просто такое название. Да. Давай попробуем позвонить кому-то из родственников. Я нажимаю паузу, чтобы номер Да, телефона да. не попал в эфир. Ну как ты, сынок, где ты? Ну, сказать не могу, со мной все хорошо, мам. Ой, Мишенька, ты понимаешь, сыночек, я бьюсь. Чего с тобой все хорошо? Дай мне с кем-нибудь там Да, поговорить, малыш. мам, я тут сижу с людьми, со мной все хорошо, все здорово. Ты мне расскажи, что там говорят вообще. Ты скажи, что ты в плену. Ну, Что там говорят вообще? я в плену, что вообще говорят про то, что здесь творится? Ничего, вроде бы обмен начали, вчера 9 человек поменяли. Да я не про это, мам. А про что? Я про то, что по телевизору вообще что говорят, что здесь происходит на территории Украины. Мишенька, я вообще не смотрю.
Что происходит, все бомбят, все не поймет, что как освобождают. Миш, нас тут зажали, вообще ничего не... Она не поняла, что ты понял. Ничего. Я тебе говорю, мам, про то, что как бы, что имеется в виду, думают там, ну, наши люди, что происходит, ну, что ты думаешь, что здесь происходит на территории, то есть или освобождать, или здесь война. Здесь война, мам, я тебе сразу говорю. Я знаю, что там война. Ну, у нас это называется спецоперация. Понимаешь, сынок? Здесь, мам, не спецоперация, здесь наши войска. Я это прекрасно знаю, да. Да, что наши войска там. Что они здесь убивают просто мирное население. Это происходит Я полной знаю, денацией. сынок, я знаю. Я все прекрасно знаю. Ну вот я бы сейчас взяла плакат бы с удовольствием бы, да, и пошла бы на улицу. Миш, меня сразу мордой в асфальт упакуют, Да, понимаешь? тут речь уже даже не про плакаты У идет. нас рот вообще нельзя Ну, она открывать. понимает. Она не поняла, что вы в Алло. плену. Я говорю, я в плену, мама, она знает. А, ну, Она знаешь? знает. Дай мне поговорить, кто там. Да, мам, нормально Да, здесь тут, всё. тут журналисты рядом, если хотите, можете говорить. Журналисты обычно Понимаешь? сидят нормально. Это. Я понимаю, понимаешь, просто у нас рта нельзя открыть, сынок. Ты же знаешь, я уже обзвонила все, ты понимаешь, я уже генпрокуратуру в Питере и штаб Западного военного округа. Я уже дошла до Госдумы, я уже до губернатора до нашего дошла. Миш, ты понимаешь, вот все, вот нет, вот такое впечатление, что нет вообще проблемы с пленными. Я сегодня мне из Кремля с Нижнего звонили, я с ними переругалась. Ты понимаешь, я бы вышла бы на улицу, понимаешь? Ну, меня сразу упакуют мордой в асфальт. Ты мне скажи, Понимаешь, тогда что? просили там, я Свете звонил, видео выложить на моей странице, там разместили Оно видео. не вышло, сынок, сынок, не вышло, нет. Почему? Нет, малыш, ничего, а я не знаю, значит, все перекрывают. Мы все ждем, и мальчишки все твои, и Рудик, мы все ждем, сынок, нет ничего. И мальчишки все, и Ты мне друзья скажи, все. там наши живы, не живы, кто, ну, батальон, который заезжал. Егор в госпитале в Москве. А там Саня, Ну, про Саню ничего не слышно. Про Читака-то? да. Про Читака ничего не слышно. Хлебко убит. Ну, это не Хлебко, это, я понял, командир роты убитый, это он со мной ехал в машине. Да, сын. Это Да, Никитин, сынок. он со А мной. видео нет, малыш, видео нет. Ладно, мамуль, давай это, там это. Какие она новости смотрит? Новости там по телевизору какие смотришь? Да новости папа смотрит, у меня нервов не хватает. Он смотрит, вот все это, сколько чего подбили, сколько чего разбомбили, не поймешь, что, не поймешь. У нас, сынок, ты сам понимаешь, у нас говорят только то, что мы Должны. все у нас хорошо. Я вот нашему телевидению вообще не верю, ни на грамм. Я понял, мамуль. Понимаешь, не Ладно, надо. мамуль, давай, все хорошо со мной, жив-здоров, кормят, все нормально. Мишенька, ну дай мне поговорить, кто там с тобой? Ну, мам, тебя, О чем поговорить? тебя слышат, говори. Меня слышат люди миленькие. Сберегите моего сыночка. Я для вас на все. Только сыночка моего верните. Старая, больная женщина. Отец на протезе. Я же... Мам, успокойся, все Мам, все знают, я все рассказал, все Люди хорошо. миленькие, сыночка А как вы моего себе это, верните. как Я вы для себе вас это всего. представляете? Как вы себе это представляете? Как вы себе это представляете? Как вам его Я вернуть? не знаю. Я не знаю, люди миленькие. Только, пожалуйста, не трогайте его. Мам, Его никто успокойся. не трогает, во-первых. Во-вторых, вы видели грудничков у нас? Грудничков у нас видели у нас, как Я видела, бомбят? я всё видела. Нельзя, детей нельзя спасти маленьких годовалых. Я все понимаю, Вы думаете, я за? Я против вот этого всего, насилия, против всего. Хорошо. Я против. Смотрите. Я бы сейчас бы вышел бы на улицу, понимаете? Смотрите, Ну, Ни- алло. Слушай. Михаила никто трогать не будет. Да. Он вчера... Пожалуйста, я Сколько, вас умоляю, я сколько вас вы умоляю. вчера- Подожди, мам, подожди. сколько вы раз... Да, сыночек. Сколько вы раз вчера кушали? Мам, все нормально, трехразовое питание, на улицу После, возят, когда ты кричишь, кормят, все громко. нормально, Это мам. будет очень тихо, это будет очень плохо. Сыночек, миленький, родненький, ну держись, я не могу ничего, котенок, сделать. Ты видишь,
Я не знаю, я вот наше телевидение, я не смотрю, я не верю. Я вижу все это, сынок, я все это вижу, малыш. Там в списках части сказали то, что я военнопленный? Ничего не сказали. Мне из Москвы, из части молчат. Вот сегодня мне с Кремля звонили, сказали, из части никаких данных нет, ждите. Ну то, что ты военнопленный, мне подтвердили из Питера, из Западного военного округа. Да, ой, из Москвы, Ладно, из мамуль, Министерства мамуль, обороны. все, успокойся, все нормально, мамуль. Давай, нас народу много. Сыночек, миленький. Все, Миленький, мамуль. ты только это, не девайся никуда. Давай, Смотри, мамуль, хорошо? все, мамуль, все Нормально. будет Видео хорошо. посмотрите, ищи своих, телеграм-канал смотрите. Смотри, ищи своих. слушай, в телеграм-канале, пускай пацаны все ищут, в телеграм-канале. Ну, Ищи своих, наверное. Телеграм-канал, сейчас я запишу, сыночек, сейчас мальчишки все ищут. через Телеграм-канал. Ну, телеграм, ну они знают, ты не поймешь. Ищи своих. Там, Да. там будет это интервью. Все, мамуль, давай, ищи, На давай. телеграм-канале ищи своих будет это интервью. Только не пропадай, сыночек. Давай, мамуль, все хорошо, давай. Давай, малышенька, давай, моя красота. Еще кому-то звонить будем? Нет, всё. Михаил, Спасибо. ну что я могу сказать? У вас одна из Адекватная. адекватных матерей. Не, ну тут просто мало того, что сказать, одна из адекватных матерей. Их в принципе хоть сколько-то адекватных очень сложно найти, потому что, ну вот мы сейчас разговариваем с людьми, спрашиваем, те же самые вопросы задает, нам отвечают своему же сыну, отвечают, мы политикой не интересуемся. То есть, ну вот, да. Так получилось, вот с вами поговорили. Я думаю, да, давай, мало времени у нас, Да, мы хотим да, как да. можно больше сделать с людьми. Просто россияне признают пленными у себя только тех, кого уже опровергнуть невозможно. То есть, да, и мы хотим как можно больше все-таки с людьми сделать интервью.